Юстиниан I– это византийский император, правящий с 1 августа 527 года вплоть до своей кончины в 565 году. Полное имя – Флавий Петр Савватий Юстиниан. Родился Юстиниан примерно в 482 году. Точных данных о дате рождения и месте нет. Отца звали Савватий, у которого с женой было 2 детей – Петр Савватий и Вигилантия. Имя Юстиниан нигде не указывается. Он был племянником Юстина, византийского императора, который проявил заботу по отношению к своим племянникам и вызвал Юстиниана в столицу. Во время правления Юстина Юстиниан дважды выполнял консульские обязанности. Первый раз он стал консулом в 521 году. После консульства Юстиниан был назначен на высшую военную должность той эпохи, которую прежде занимал Виталиан. В то время популярность Юстиниана настолько выросла, что к Юстину даже поступило предложение от Сената назначить племянника своим соправителем, на что дядюшка ответил отказом. Получив отказ, Сенат стал просить дать Юстиниану высшее звание Цезаря, что и произошло до 525 года. Как полководец Юстиниан отличился в 525 году во время совместного похода византийцев и эфиопов на флоте в 70 судов против иудейского государства Химьяр. Высадившись в 2 местах, византийские добровольцы и аксумские войска разбили войска Химьяра. Захваченные территории Химьяра насильственно были обращены в христианство. Мешавшие этому иудеи были либо убиты, либо бежали. Эта операция была очень выгодна для Византии. А эта война оказала влияние на отношение Юстиниана к религии. Он считал, что иудизм могут исповедовать только евреи, но не другие народы, такие как химьяриты или самаритяне. После разгрома Химьяра к войне присоединились арабские лахмиды, а уже в 532 году война с персами и их союзниками подошла к концу. Нет информации о том, кто правил страной в это время, так как Юстин в этот период был уже стар и болен. Некоторые историки считают, что уже в эти годы Юстиниан занимался внешней политикой и государственным управлением. Юстин в этот период сильно болел, ранение в ногу дало осложнение, и Юстин прислушался к Сенату и решил сделать Юстиниана своим соправителем. Это событие состоялось 4 апреля 527 года. Юстиниан вместе с супругой Феодорой были коронованы как Август и Августа. Полная власть досталась Юстиниану после кончины дяди 1 августа 527 года. Еще в 439 году в результате вторжения германского племени вандалов в Северную Африку Римская империя потеряла большое количество территорий. Северная Африка была крупным поставщиком зерна и оливкового масла, а столица Карфаген была 3-м городом по значимости империи, который она потеряла. Весной 533 года был заключен мир с Персией, и появились благоприятные условия для войны с вандалами в Северной Африке, страна которых по размерам соответствовала современному Тунису. В 530 году король вандалов Хильдерих, который поддерживал дружеские отношения с Юстинианом, был свергнут. Юстиниан дважды отправлял предупреждение вандалам о том, что они должны вернуть прежнего правителя, или их неминуемо ждет война с Византией. Вандалы ответили, что смогут дать отпор. Юстиниан решает начать войну с вандалами, но армейское руководство не поддерживает его. Тем не менее, война начинается. В июне 533 года Юстиниан с флотом из 92 драмонов в сопровождении 500 транспортов совершает высадку. В это же время в Триполи поднимает восстание пуденций. Юстиниан отправляет помощь ему, в результате чего вандалы теряют контроль над восточной частью своего государства. Византийцы используют подходящий момент и одерживают победу в битве при Дециме, которая состоялась 13 сентября 533 года. На следующий день Велисарий захватывает Карфаген. Гелимер отзывает свое войско из 5000 человек из Сардинии и пытается осадить свою бывшую столицу. К декабрю Велисарий добился достаточного укрепления города и выдвинулся навстречу Гелимеру. В битве при Трикаомаре в 20 милях от Карфагена вандалы опять проиграли.
Король был вынужден бежать, он сдался весной следующего года. Летом 534 года он был доставлен в Константинополь для участия в триумфе. В этом же походе удалось захватить Сардинию, Корсику, Балеарские острова и крепость Септем возле Гибралтарского пролива. Побежденному королю разрешили жить частной жизнью в Галатии, а его подданные были расселены на восточных границах империи, где из них были созданы кавалерийские когорты. В конце правления Юстина после 20-летнего перемирия возобновилась война с Персией. По приказу Юстина военачальник Петр собрал войско, чтобы помочь иберийскому царю Гургену против армии Кавада, который уже успел с легкостью захватить всю Иберию. Гурген с семьей бежал в Константинополь. В 526 году Велисарий и Сита совершили 2 похода в Персармению, один из которых оказался неудачным. В 527 году боевые действия перенеслись в Месопотамию, но без особых успехов. До 530 года, пока персы не перешли границу, боевых действий не было. Юстиниан утихомирил их пыл, одержав победу над персами при Даре в Месопотамии, а потом и при Сатале, и хотел даже заключить с ними мирный договор. Но весной 531 года стало известно, что шах не готов к перемирию. 19 апреля во время битвы при Калинке обе стороны понесли большие потери. После года приграничных столкновений летом 532 года был заключен договор с преемником Кавада Хасровом, согласно которому Византия передает Ирану золотые копии в Фарангии, крепость Балона и платит Персии 11 тысяч фунтов золота. Весной 540 года армия персов вторгается в византийскую Месопотамию. Они успели захватить и разорить многие города. Юстиниан просто не успевал собрать быстро войско и решил откупиться. Хосров потребовал очень большую сумму и покинул территорию Византии. В Закавказье тоже не было довольно правлением Византии, в результате чего в 540 году ласский царь Губаз II попросил Хосрову присоединить к себе Лазику. Шах согласился и взял контроль над несколькими крепостями, включая недавно основанную Петру, и стал вести контроль за всем регионом. В 542 году, когда персы воевали в Палестине, византийская армия из 30 тысяч человек начала вторжение в Персармению. Персы смогли захватить Калинг, так как Велисарий успел собрать к этому времени значительные силы. Как раз в это время напала первая в мире зарегистрированная чума, которую прозвали Юстиниановой. В 543 году персы вновь действовали на Закавказье, добившись там успеха, несмотря на свирепствующую там чуму. Осада города Эдессы в 544 году принесла им 5 кентариев золота. Было заключено перемирие на 5 лет, по которому римляне заплатили 20 кентариев. Отпадение Византии не принесло ожидаемого мира в Лазике. Установив контроль над этим регионом, персы планировали выселить всех местных жителей и заселить туда персов. Опасаясь за свою жизнь, Губаз обратился за помощью к Юстиниану и заключил союз с саланами и сабирами. В 549 году Юстиниан отправил 8000-тысячное войско, которое нанесло несколько мощных ударов по персам, но все-таки персы оказались сильнее. В 557 году было заключено перемирие, а в 561 году был заключен 50-летний мир, согласно которому Лазика оставалась византийской за ежегодные выплаты золота. Убийство королевы Амаласунты, которая планировала передать власть Виталию Юстиниану, послужило поводом для начала войны между Византией и королевством остготов. Юстиниан начал наступление по 2 направлениям. Мунт начал наступать на севере в Далмации, а Велизарий проник в Сицилию. Встретив сопротивление только в городе Палермо, Велисарий стал дальше продвигаться на север. Весной 536 года, после 3-недельной осады, он взял город Неаполь. В 536 году был убит король остготов Теодахат. Его заменили на Витигеса. Информацию о смене короля вместе с прошением о мире отправили в Константинополь, но уже было поздно отменять военные действия.
Витигис был вынужден отступать, в результате чего византийцы без проблем взяли Рим. Витигис собрал армию из 150 тысяч человек и осадил Рим. Велисарий стал просить помощи. Византийские успехи в других частях Италии осложняли готам ведение осады. К тому же угроза нависла и на столице остготов – Равенне. В результате после года осады остготы покинули свои позиции возле Рима в марте 537 года. Прибытие Нарсеса с новой армией не улучшило положение византийцев, так как между двумя генералами Велисарием и Нарсесом были напряженные отношения. Нарсес был другом Юстиниана, что подрывало авторитет Велисария. Новое прибытие в Лигурию позволило захватить Милан, но этот город при поддержке бургундов был отбит остготами. Они уничтожили город до основания и убили 300 тысяч местных жителей. Из-за конфликта между военачальниками Юстиниан отозвал Нарсеса. В 539 году Витигис обращается за помощью к Хосрову, уверяя, что Византия решила завоевать весь мир. Зная это, Юстиниан рассматривал возможность заключения мира с готами, но в 540 году Велисарий достиг колоссальных успехов. Захватив крепость Озима, он осадил Равенну. Тщетно Витигис надеялся на помощь. Велисарий предложил ему мир, устанавливающий границу по реке По. Велисарий сделал вид, что согласился на условия, зашел в город Равенну и захватил его. Юстиниан узнал о согласии Велисария и приказал ему вернуться в Константинополь, где он оказался в опале. Пока длилась война с Персией, военные ресурсы были направлены на восток, в результате чего ситуация в Италии ухудшилась. Король готов Ильдебад восстановил контроль над территориями к северу от реки По, но он был убит в 541 году. Весной 542 года новый король готов Татила одержал победу при Фавенции и смог вернуть многие города, и вскоре отвоевал почти весь полуостров. Велисарий вернулся в Италию и еще как-то противостоял остготам, но в 548 году его окончательно отстранили от командования. После этого дела в Италии стали ухудшаться. В 549 году готы осадили Рим и взяли его в январе 550 года. Потом главнокомандующим был назначен престарелый Нарсес с большим финансовым обеспечением. Византийская армия, состоящая из 30 тысяч человек, достигла Равенны в июне 552 года. Остготы потеряли столицу, но Татила периодически совершал набеги на берега Греции. Решающее сражение с готами случилось при Тагинах, в котором около 6 тысяч готов вместе со своим королем полегло на поле боя. После этого сражения очаги сопротивления периодически появлялись в Италии, но в целом война с остготами была завершена. Во время правления Юстиниана Балканы страдали от нашествия протюркских, агурских и прославянских народов. В 528 году вместе с началом войны с Персией на Кавказе Юстиниан отправил войско против гуннов в Крым. Причиной войны стало убийство Гордаса. До этого он побывал в Константинополе, принял христианство, а по возвращению стал проповедовать новую религию, из-за чего и был убит своим братом. Юстиниан отправил в Крым большую армию и установил там контроль. Как только Бадуарий вернулся из Крыма, он направился отражать вторжение тюркско-агурских кочевников, которых называют одни историки гуннами, а другие булгарами. В это же время против склавин успешно действовал Хильбудий во Фракии. В 535 году булгары проиграли у реки Янтрус. В этом же году Византия заняла город Сирмий, хотя через год он опять вернулся к гепидам. Из-за занятости в Италии в этот же момент боевые действия были приостановлены, а города укреплены. В 540 году, заключив договор с франками и остготами, гунны подошли почти до самого Константинополя. Византия не могла одновременно воевать и с гепидами, и с булгарами, поэтому она заключила договор с гепидами. В 545-546 годах лангобардам были отданы Паннония I и Паннония Валерия, а потом предложены субсидии. В 546 году набег славян во Фракию византийцы смогли отразить только благодаря нанятым герулам. В
549 году между гепидами и лангобардами началась война. Византия заняла сторону более слабых лангобардов. Византия отправила для боевых действий 15 тысяч солдат, и король гепидов был вынужден заключить перемирие с лангобардами. В 550 году вспыхнула новая война между лангобардами и гепидами, которая завершилась двухлетним перемирием. Юстиниан поддерживал как лангобардов, так и гепидов. Зимой 550 года славяне грабили Фракию и Иллирик. К зиме им удалось дойти до Андрианополя. В 552 году лангобарды при помощи византийской армии смогли победить в битве на поле Асфельт. В результате ослабления противников Юстиниан вернул себе потерянные территории провинций Прибрежной Дакии и Верхней Мезии, но без Сирмия. После этого на Балканах в течение всего правления Юстиниана было спокойно. В 558 году кутригуры совершили несколько набегов на Константинополь, но все они были отбиты. В 558 году союзниками Византии стали авары, которые помогли разрушить Булгарскую конфедерацию и нанести поражение антам в степях между Дунаем и Доном. Авары поселились к северу от Дуная и получали субсидии от Византии. К моменту вторжения Византии королевство вестготов было сильно ослаблено. Король вестготов Атанагильд обратился за помощью к Юстиниану, и летом 552 года император отправил в Испанию 2000 воинов. Возле Гиспалиса объединенная армия нанесла поражение Агиле. Сбежавший Агила был пойман и убит вместе со своими сторонниками. Византийцы захватили Новый Карфаген и другие города на юго-востоке Испании, после чего основали провинцию Византийская Испания, которая занимала узкую полосу бетики и карфагеники. В своем стремлении восстановить Римскую империю Юстиниан сильно нагружал ресурсы страны, не учитывая реалий VI века. При этом императоре Византия достигла наивысшего территориального роста, объединив все Средиземноморье. Однако данный рост был лишен прочного основания, и поэтому последствия были очень тяжелыми. Юстиниан умер 14 ноября 565 года и оставил своим преемникам внутренне истощенное, экономически и финансово расстроенное государство. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить класс и подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и до новых встреч!